Сегодня 27 ноября. Этот ролик, скорее всего, выйдет уже в январе. Слишком много материала уже скопилось, я не успеваю монтировать и выкладывать его, к сожалению. Надеюсь, будет чуть побольше свободного времени и места, где можно будет монтировать ролики. Это занимает достаточно много времени. Сегодня я нахожусь в Мюнхене. К сожалению, стемнело, поэтому не будет красивого панорамного вида. Но там, за окошком, действительно красиво. Там леса, поля, луга. Мы находимся на скалодроме Boulder-Welt в Мюнхене. Это новый скалодром, и я о нем совершенно случайно узнал. Я еще узнаю, когда он открылся, и добавлю плашку, а может быть, расскажу об этом в превью. Ну а пока что пойдемте лазать. И как обычно, первая трасса самая легкая, 9-я категория самая тяжелая. Честно говоря, пришлось потратить немного времени, чтобы найти первую трассу. Это самые простые категории. Странно, что их так мало на скалодроме. Со второй трассой намного проще, их чуть больше. Розовые зацепки, выглядят красиво. Здесь еще и сидячий старт. Много ног, но ни одна из них не подсаморежена. Потому что здесь достаточно хороший тренер скалодрома. И навряд ли будет прокручиваться. Но вот эта большая зацепка накручена. Раз, два, три, четыре, пять. 5 саморезов и 6-й в центре. Как-то перебор, мне кажется, даже. Safety first. Ручек для слаза нету. Здесь невысоко, но я разминаюсь, поэтому хочется слезть. Спрыгивать вообще неохота. На улице холодно, а я без разминки. Времени мало. 3 часа осталось до закрытия скалодрома. Вообще еще стоит рассказать, что сейчас мы находимся в смешанном зале. Слева находится детская зона, справа взрослый скалодром, на который вход только для детей старше 14 лет, то есть почти для взрослых. Третья трасса по синим зацепкам, Cheetah Falls. Старт тяжелый и флета. Мешают бренды, но в целом не вижу никаких проблем. У них одинаковые цвета. Красивое движение, немножко ростовое. Чуть-чуть. Детям будет комфортно, потому что они смогут ноги поднять, а у взрослым будет сложнее. Взрослым невысоким. И финиш хорошая, но не ручка. Можно было бы чуть получше, себя чувствовать более уверенно. И рядом ручек для слаза нет, но есть очень простая трасса. Как и в любом Boulder-Welt, есть обязательно детский скалодром, детская зона, где можно развлекаться, лазать и получать удовольствие. А самое главное в этом зале, то что вы не услышите детей, они вам не будут мешать, потому что взрослый зал находится через зал, детская зона, отсюда дети никуда не пропадут, их отвели, они здесь лазают, а вы лазаете в соседнем смешанном зале. Переходим во взрослую зону, 14 лет и старше. 4-я трасса в основном зале. У нее старт снизу. Длинная достаточно трасса, но при этом она хорошая для разминки, потому что она длинная, напрягается все тело. Разминки для меня. Расклад какой-то неочевидный, слишком много перехватов, дохваток. И финиш. Финиш не подсамореженный. И не прокручивается. Безопасность. Ну и как положено, Boulder-Welt не Boulder-Welt, есть на нем нет большого шара. И на шаре белые зацепки, 5-я трасса. И это финиш. Единственная проблема, если ты вылез на самый верх, тяжеловато слезть. Придется лезть вниз, потому что спуска нет, лестницы нет. Не знаю, в чем проблема. Почему не сделать спуск? И, кстати, хочется заметить, что стенд вообще не пыльный. Почти нет пыли, что удивительно. Наверное, хорошая вентиляция. Шестая трасса, старт 2 руки на зацепке, довольно плохая. Нашел деревянную пирамидку. На все серые пирамидки можно ставить ноги. Они есть на всех трассах. Так. Зацепка хорошая. И это тоже. Правая нога для упора. От нее будет основной толчок. Смена ног, чтобы поднять ногу повыше. Или закинуть пятку. Этого, как вы видите, я не ожидал, когда раскладывал трассу. И финиш. Получилось так, что рука достаточно плохая, и я бы не смог туда прыгнуть. Смог бы, но это было бы намного сложнее.
И оказалось, что намного проще не прыгать. Попробуем теперь вариантом без пирамидки. Левая нога стабилизирует. Фух. Тяжелый перехват очень. Прям реально тяжелый. Можно вот этот перехват на 7Б. Хотя трасса по ощущениям 6С, 6С+. Чувствую, что еще руки холодные, прям реально холодные руки. Попробую еще одну шестую трассу, розовые зацепки. Здесь можно использовать пого. За счет него можно создать вектор движения влево, чтобы легче было сделать перехват. И здесь еще одно движение, его надо делать подинамичнее, чтобы тело вынесло вправо и зацепка лучше работала, потому что здесь было очень важно сделать движение с маятником направо, потому что зацепка работает, когда тело находится справа. Сейчас я давлю левой ногой, и тело находится справа. Ногу убираем, я разворачиваюсь, и я падаю. Поэтому очень важно ставить ноги в трение. С одной стороны, кажется, что это вообще никак не помогает, но на самом деле это сдвигает центр тяжести, за счет чего зацепки начинают работать. 7-я трасса, розовые зацепки Blue Pills. Я потрогал зацепку, значит уже не флеш. Очень похожее движение на скалодроме. Справа нет ноги, но обязательно нужно давить ногой в трение. Очень странно, что так много похожих движений. Если я уберу ногу, я упаду. Ой, они хорошие. Непонятно, почему так много лишних зацепок. О, пятка. Пятка нужна, чтобы лучше работала рука, потому что если я уберу пятку, вот что происходит. Я убираю руку, меня раскрывает, и я падаю. Пятка нужна. Пятка, так же как и нога в трении, помогает стабилизировать себя. То есть я пяткой притягиваю себя, центр тяжести смещается направо, и рука работает. Еще одна причина, почему я так много лазаю простых трасс, условно простых трасс для меня, потому что я болел и неделю-полторы вообще не лазал, у меня был очень плотный график. Несмотря на болезнь, приходилось много куда ездить, на выставку, на съемки, теперь я здесь, завтра опять уезжаю в другой город. И нужно как можно больше полазать на разминку трасс, чтобы не травмироваться. Желтая трасса, 7-й номер. Здесь стоит обратить внимание на то, что трасса с разбега, то есть вот старт, я на него не дотяну. Я могу дотянуться, но я не загружу левую руку. Ногу поставили, обратите внимание, на уровне колена. То есть это максимальная высота комфортного зашагивания. Выше уже требуется растяжка. Сюда в целом может почти любой подставить ногу. Что, пробуем. О, промахнулся. Зацепка держала не там, где я думал. Никогда я не трогал. Фу, очень плохой финиш. На финиш накручена зацепка. Очень плохая, пассивная. И финиш становится очень опасным. Даже не знаю, как сравнить розовую и желтую. Желтая намного сложнее. На полторы категории, наверное. Я только что залез в 7-ю, желтую трассу. Но это ни разу не 6С. Это 7+, не меньше. Слишком долго находился в скальниках, все трассы до этого лазал без отдыха, ноги затекли, правая нога замерзла, и я просто не чувствовал зацепку, она очень плохая, и упал. Следующая попытка. На две руки я точно не держусь на этой зацепке. Yes! Как я счастлив. Был бы это финал, наверное, в 5 минут я уложился. Но прям на грани. На соревнованиях еще начинаешь больше нервничать, и попытка за попыткой идет. А тут я взял, отдохнул. Она очень плохая, она прям не работает почти. Еще одна 8-я трасса, что-то предыдущее меня вообще не воодушевило к переходу на 9-е. Синяя трасса, тут и Чита, и вот бренд, который забыл.
Очень любезно со стороны Boulder Welt. Я попросил сделать музыку чуть потише. Они делали чуть потише, буквально реально чуть потише. Все еще громко, но сильно лучше. И еще я вспомнил, пока шел до ресепшена, что когда я лазал в Boulder Welt Ост, в новом и самом большом, у меня также не получались 8 и 9 трассы. Они были крайне тяжелыми. Так что, возможно, просто я слабенький. Фу. Стоило починить зацепку. Фу. О, забился очень сильно. Голубые зацепки 360 Holds, обожаю их. Выглядят всегда очень стильно, очень красиво. 17 трассы, без категории. Честно говоря, не знаю, что здесь происходит. Наверное, какой-то фестиваль. Трасса, скорее всего, несложная. Попробую зафлешить. Давно не бегал такие пробежки, хоть и недалекая. Есть еще и зона. Но, думаю, будет выглядеть интересно. Здесь основная идея себя притянуть как можно сильнее к стенду. Чем сильнее притянешься к стенду, тем дальше улетишь. Ух ты, финиш оказался самым тяжелым. Прям чувствуется, что трасса простая до зоны, после зоны становится сразу тяжелее, как и на соревнованиях. Действительно чувствуется, что после болезни намного сложнее лазать, потому что появилась отдышка. Если я раньше пролазал много трасс и просто становилось жарко, то сейчас мне становится жарко и хочется вот так вот подышать. Надо ли следующую трассу? Еще буквально 2 часа назад здесь невозможно было лазать, потому что весь скалодром был забит людьми, а сейчас в этой зоне я лазаю один, весь компол в моем распоряжении. И мы пробуем розовую трассу по крутым розовым зацепкам X-Cult. Категории на комполе не раскрыты, секрет, но это что-то тяжелое. Весь такой перехват, раз, надо поймать, сдвоиться, в крест прыгнуть. Крест, актив, нога, дохватка, либо можно в крест и сюда. И дальше еще одно сложное движение. Сверху мне будет очень тяжело. Сила закончится к этому моменту. Флэш! Вот как я рад. Из последних сил. Просто верил в то, что я смогу это сделать. Если бы хоть зерно сомнений было, что я не сделаю все, я бы точно упал. Пора отдохнуть. Как мне сказал вчера директор скалодрома, крутой подготовщик умеет правильно сочетать цвета зацепок. И это очень хороший пример. Черно-белые зацепки на одной трассе. Да, и в этом нет ничего плохого. Это выглядит очень красиво. А трасса очень тяжелая. Я даже не знал, что тут зацепка есть. Она, оказывается, есть. Фу.
Как вы видите, спрейвол здесь огромный, как в Тенгусе. И вообще, это помещение квадрат, но раза в 1,5 больше, чем наш скалодром. И это, конечно, круто. Попробуем следующую трассу, розовая. Здесь 2 руки старт в распор, причем отмечена стартовая зацепка, большой рельеф. И если отмечен большой рельеф, значит и маленькие есть. Здесь то же самое, значит их можно использовать. Я думаю, сразу запрыгнуть и потом просто коснуться. Но не знаю, насколько хорошо держит пирамидка. Собственно, сейчас выясним. Была у меня идея тут подинамичнее сделать. Очень популярный трюк, который используется скалолазы. И все, нога на верхней плоскости. Оп, я поместился в финиш. И рядом ручки. С удобной стороны для слаза. Следующая трасса Rock City Holds. Мне очень нравится, вроде бы французские. Старт здесь достаточно интересный. Он высоко. Думаю, просто надо с разбега. А вот дальше будет сложновато. Оп, старт. Фух. Не уверен, что это расклад. Фух. Офигеть, как я рад, что это флеш. Это самый прекрасный флеш на сегодняшней тренировке. Честное слово. Я 3 раза думал, что упаду. Я не знаю, каким чудом я залез в эту трассу. Хотел с другого ракурса еще подснять трассу, но понял, что я даже подлезть здесь не смогу. Здесь очень тяжело. Следующий. Подумал, что будет интересно небольшой челлендж сделать уже под конец тренировки. Я помогделился 1 раз. И теперь мне надо будет залезть 3 трассы на флеш. Это зеленая, фиолетовая и черная. Я не ожидал, что зеленая такая сложная. У нее старт. Окей. Старт 2 руки здесь. Значит, надо... Опа. И одно из условий, которое было у меня, это я не раскладываю трассу, лезу на флеш. Как хорошо, что я выбрал зеленый первый. Она, походу, самая тяжелая. По крайней мере, хочется так надеяться. Зона хорошая. Опять левая нога в стриме. Головной распор. Если головой не держаться, сразу падаешь. Недавно ввели правило. Черная зацепка, последняя, финишная, она состоит из сегментов. И раньше, если зацепки соприкасаются, это считалось одна большая зацепка. Но теперь это не так. И если отмечен только правый крайний сегмент, значит он и является финишем. А вот если зацепки наложены, то да, это одна зацепка считается. Хоть она и может быть разных цветов.
Предпоследняя трасса с комбола, зеленой зацепки Блокс. И это тоже Блокс. Старт, рука ищет за углом. Вот так вот выглядит старт-зацепка, дырка. И носком не подцепиться. Очень интересно придумано. О, она, оказывается, хорошая. Зацепки для слаза плохо поставили. Хочется левой рукой взяться, а не за что. А в крест неудобно. И грань сверху стенда еще прикрыта. Мне очень нравится, что на комболе есть очень много и тяжелых трасс, и простых трасс. В целом их хватает, а здесь еще и интересный старт. Давно я такого не видел в Европе. Очень интересный старт. Такой обычно любит крутить Игорь Гусак. Он стартуется вот так вот через спину. Надеюсь, видно мою руку. Двумя руками старт. И можно лезть. Это, наверное, 6А. Но вы зацените просто по каким она большим зацепкам и рельефам. Это же просто кайф. Много простых зацепок. Такое лазать одно удовольствие. Если бы еще оттяжки были, как много людей бы кайфануло на такой трассе. И это финиш. Как обычно, по традиции, после комбола я выбираю еще несколько трасс, которые мне визуально понравились на скалодроме. Одна из них белая, тоже с соревнований. Я видел, как ее лазают сегодня. Ее не залезли. Выглядело тяжело, поэтому я решил ее попробовать. Ух. Не будем портить флеш. Фух. Трудная трасса. Я немного замешкался, потому что у меня появилась во время лазания одна интересная идея. Сейчас ее попробуем. Отдельно не так обидно потерять попытку. Я подумал, а что бы не сделать так? И правильно, что не сделал, это очень тяжело. Еще одна трасса, которую обязательно надо было попробовать, потому что, во-первых, она идет по потолку, а во-вторых, я обожаю эти зацепки, это Соил. Белые ручки выглядят круто, а в Москве их нет. И очень зря. Попробуем ее залезть рукоходом. Думаю, 6Б можно дать. И последняя трасса на сегодня. Синие зацепки, тоже соревновательная трасса. И я ее лезу не потому, что она такая красивая, но это тоже факт, а потому что видна большая часть зала. Также еще справа видна красивая, интересная, по деревянным зацепкам, Клетер Культур Blue Pill. Старт сверху. Финиш. Очень классная трасса. Это пятерка, есть ноги, она силовая, она на вертикали, ее залезть может почти кто угодно. Чтобы вы лучше понимали, насколько она простая, 83% людей, которые пришли первый раз на скалодром, скорее всего, ее смогут залезть. Особенно, когда она была чистой. Как и на всех скалодромах Болдервельта, здесь есть очень хорошая зона для СФП, ОФП, а также, конечно же, килтерборд, который наклоняется. Обратите внимание, на стене классно нарисован угол, легко отмерять. И также спрейвол, это условно спрейвол, на самом деле это не совсем спрейвол, это трассы. Здесь лазают круги на выносливость, что очень полезно не только для новичков, но и для любителей и полуспортсменов, потому что именно на них можно нарабатывать лучше всего выносливость. Итог. Скалодром мне понравился. Он большой, он светлый, он чистый. А самое главное, здесь высокие потолки, и, как вы слышите, есть эхо. Что нехорошо, но когда много людей, это не важно. Эхо образуется из-за того, что сверху железная крыша. Только сейчас подумал, что крыша, возможно, летом очень сильно нагревается, потому что это последний этаж, двухэтажное здание. Очень классно, что этот скалодром находится вдали от других скалодромов. Да, до него достаточно трудно добираться, но здесь есть парковка, и прямо на второй этаж можно заехать на машине, либо с первого этажа подняться пешком, что, согласитесь, очень круто. Вот так выглядит уличный стенд. Заезжаешь на машине, паркуешься, и вот он вход.
И, по-моему, это единственный скалодром, который имеет парковку на втором ярусе, и от нее, вот она за стеной прямо здесь. Идти меньше минуты. Также, из-за того, что этот скалодром достаточно новый, здесь мало тяжелых трасс, и это правильно, потому что они пытаются сформировать местное комьюнити, которое будет лазать простые трассы. Я в начале видео сказал, что трудно было найти простые трассы с условием того, что здесь было очень много людей, и здесь я снимать не мог. То есть мне надо было найти место, где есть простые трассы и мало людей. И это было только в средней части зала. На самом деле здесь достаточно много простых трасс, и наоборот, тяжелых трасс крайне мало. Есть 8 категории сложности, 9. Честно говоря, я не искал, возможно, они есть, но в глаза они мне не попались. При этом есть некоторые проблемы с категориями, есть достаточно трудные трассы, есть достаточно простые трассы, хотя они не принадлежат одной категории. Возможно, это из-за того, что здесь новый коллектив работает и еще не устаканились категории. Ну и, конечно, ассортимент зацепок, он здесь шикарный. Очень много новых форм, которых нет на других скалодромах, и я считаю это очень важно. Только за счет этого многие сильные скалолазы захотят сюда приехать, чтобы полазать по этим зацепкам. Возможно, я немного ошибаюсь, потому что в России 98% из тех, которые здесь накручены, вообще нету. А может, это действительно так. Ну и, конечно, если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. Это помогает продвижению моего канала на YouTube. А те, кто хотят финансово меня поддержать, можете подписаться на Patreon канал. Благодаря вашим подпискам на Patreon я смогу путешествовать в большее количество залов и снимать больше интересного контента.